Скажи, когда меня будет видно, Дим. Слышишь, Дима? Раз, два, три. Раз, два, три. Все видно было? А? Не слышно? Да, не слышно. Да? Да. Камера, потому что я в этот момент подхожу.
Здравствуйте, доброе утро, уважаемые слушатели. Цель нашей сегодняшней лекции не только профилактика инсульта. Сегодня 29 октября. Во всем мире по решению Всемирной организации здравоохранения проводится День борьбы с инсультом, и врачи всего мира знакомят и пациентов, и медицинский персонал о мерах предупреждения с инсультом. Но мы будем говорить не только об инсульте, мы будем говорить о всех тех факторах, которые изменяют продолжительность нашей жизни. Потому что каждый человек когда-то бы, сколько лет бы ему не было, в любое время своей жизни задумывается, почему одни люди живут долго, почему другие люди живут более коротко. Кто-то доживает до 100 лет, а кто-то умирает уже и в 40 лет. Вот вы все эти сегодня факторы мы постараемся с вами рассмотреть вот в этой лекции. Видно, слышно сюда? Итак, на просторах интернета, в различных средствах массовой информации звучит большое количество данных, как можно добиться долголетия, как дожить до 100 лет. Когда я начинал свою карьеру врача, мне было очень интересно, потому что в институте нам этой темы не раскрыли. В институте нам рассказали, как лечить болезни, как изменяются органы во время заболевания, как предупредить заболевание, как лечить заболевание, как продлить, жизнь больного. Но какие факторы приводят к увеличению продолжительности жизни здорового человека, у нас таких предметов не существовало. И поэтому, конечно, когда я пришел работать в поликлинику, это первое место моей работы, всех пациентов, которые были старше 80 лет, я стал опрашивать, что же у них в жизни такого особенного, что отличает их от всех других людей, почему они прожили не 60, а уже вот им больше 80, они ходят, разговаривают, соображают, сами себя обслуживают, почему они живут так долго. Мне запомнился пример одной пациентки из деревни. Она пришла ко мне в поликлинику с какими-то легкими жалобами, я уже не помню, это было 20 лет назад или 25 даже. Ее беспокоило легкое нарушение памяти или легкая боль в спине. Пациентка пришла без сопровождающих. Я стал ее расспрашивать, как она ведет свою жизнь, почему она так себя хорошо чувствует, почему у нее нету толстой амбулаторной карточки, почему она редко посещает врачей. Она подумала и сказала: я всю жизнь обливалась холодной водой из колодца. Потом ко мне стали приходить другие пациенты, старше 80, 90-летних меньше было 25 лет назад, продолжительность жизни была короче, сейчас 90-летних людей можно встретить гораздо чаще. Эти люди не говорили про воду из колодца, они говорили совершенно другие. Кто-то говорил, что он питается только овсянкой. Второй говорил, что у него много кошек. И в итоге вычленить этот секрет, рецепт не получалось, потому что у всех людей был совершенно разный ответ. Я тогда по молодости лет подумал, что, вероятно, они не имеют медицинского образования, не могут все-таки вычленить, что же главное, что, вероятно, главный какой-то момент есть. Но дело в том, что такой сумбур был не только у меня, молодого доктора, в голове 25 лет назад, но точно такой же сумбур и творится в книжных магазинах, средствах массовой информации, на просторах интернета. То есть там все время предлагаются огромнейшее количество диет, что можно диету соблюдать по группе крови, или, может быть, надо переехать в Грецию, или надо работать как японец. Да, вот здесь, например, приведено исследование, что на острове Окинава женщины живут очень долго, да, больше 100 лет, и, в общем, этих
женщин там больше, чем, например, в соседней Корее, именно вот на Окинаве почему-то их больше. Ученые стали их опрашивать, исследовать, и получилось так, что это не только генетически детерминированное положение, а это в основном образ жизни, потому что они передвигаются в основном пешком. Но здесь можно сделать ремарку, не потому что они хотят долго жить, а потому что острова вообще небольшие, и потому что бензин стоит дорого, то есть немножко по другой причине они передвигаются. И города маленькие, плотные, велосипед там лучше, а не машина, то есть это немножко по другой причине. Вся Европа ездит на велосипедах, потому что она очень маленькая. Размер Новгородской области, простите, равен одной статистической стране Европы. То есть у нас только одна область с нашими лесами равна большому государству. Вот, поэтому там, конечно, велосипеды. Они выращивают овощи в своем саду, не покупают в супермаркете. У них бобовая соевая диета, которая к нам пришла тоже из Японии. И красное мясо тоже употребляют мало. То есть, грубо говоря, можно сказать, что они ведут довольно скромный образ жизни, потому что у них довольно мало денег, у них нет денег на автомобиль, у них нет денег на мясо и денег на супермаркет. Они в основном выращивают все в своем огороде. Получается, что если мало денег, то ты проживешь долго, и в этом секрет диеты окинавцев. И у них самое главное, что они не волнуются при этом. Да, то есть довольно странное положение, странное исследование. То есть получается, если приехать в Японию и жить на маленькую зарплату впроголодь, то ты проживешь до 100 лет. Надо ли нам применять вот их образ действия, чтобы прожить до 100 лет? Давайте смотреть дальше. Таких земель много. В долине Вилкобамбы в Южной Америке есть такая зона, которую называют все по-разному. Ее называют или земля вечной молодости, или долина спокойствия, или потерянный сад Эдема. Туда приехало очень много людей в 70-е годы 20 века, потому что ученые сказали, что там целительный воздух и вода, что это как раз и есть эликсир долголетия. И очень известный публицист доктор Уокер, автор книги «Секреты долголетия» в 1981 году, подтвердил, да, что вода Вилкобамбы имеет уникальный состав, обогащенный минералами. Но подождите, у нас в каждой области, в том числе и в Новгородской области, есть свои минеральные воды. У нас есть вода и Солецкая, у нас есть Рушаночка вода, они добываются у нас на скважинах. То есть, в принципе, в Сочи, в Адлере тоже везде есть свои минеральные источники. Геронтолог Мейс из университета Висконсин предположил, секрет долголетия долины Вилкобамбы заключен не только в воде, но и еще и в особенности строения костной ткани местных жителей. То есть получается, это многофакторный феномен, и будет скоро уже открыт 3-й, 4-й и 5-й фактор. То есть только на одной минералке не уедешь, и долгожителем только из одной минералки не станешь. То есть опять же многофакторно, опять секреты вот этого места долины Вилкобамбы еще предстоит открыть. Исследователи из Гарварда вместе с своими коллегами из Греции стали исследовать села, расположенные в окружности Афин, и доказали, что смертность среди жителей вот этих гористых поселений вокруг Афин ниже, чем у окружающих людей. И у многих из них может быть гипертоническая болезнь, то есть она не проходит, как во всем мире, а также высокий уровень холестерола, но у них все равно низкая смертность от сердечно-сосудистой активности. Исследователи из Гарварда и университета Афин показали, что данные жители очень много передвигаются пешком и по пересеченной местности, потому что они занимаются сельским хозяйством или животноводством. То есть секрет получается, что они не сидят, как мы с вами, жители городов, на одном месте, а точно так же, как жители Окинавы,
и точно так же, как вот другие горцы, очень много передвигаются. Тем более там дорог мало, и получается надо ходить и вверх, и вниз. У нас есть городское подобие вот этой сложной ходьбы аэробной. Это скандинавская ходьба, когда поднимаются с лыжными вот такими палками, выше грудины поднимаются руки, получается гимнастика для мышц плечевого пояса и повышенная оксигенация и движение активное мышц плечевого пояса. Другое интересное исследование, которое пыталось продемонстрировать влияние образования на продолжительность жизни. Конечно же, кроме полувозрастных факторов, есть еще фактор, живет ли человек в семье, одинокий ли он, вдовец ли он и какое у него образование. Так вот, опять же, исследование из Гарварда, профессор Винсент Грегори, он многие годы изучал онкологических пациентов и пришли к выводу, что женщины с онкозаболеванием, которые не имели образования, жили с онкозаболеванием гораздо дольше тех своих сверстниц, которые имели образование. Ну и по мнению вот именно группы вот исследователей Винсента Грегори, что это может быть связано с активным образом жизни. Мы все видим, что пока вот 4 секрета, какими бы они ни были, где бы они ни жили, какое бы у них образование не было, что у всех вот этих групп, хоть Латинская Америка, хоть это Япония, хоть это Афины, везде это движение. Следующее исследование из Оксфорда. Они предложили свой вариант рецепта долголетия и предположили, что длительное нахождение на территориях с разреженным воздухом через определенные физиологические механизмы продлевает жизнь людей. Но опять же, что если переезжать туда уже в зрелом возрасте, что адаптация организма может произойти не сразу и может выдать заболевания различные. Поэтому срочно переезжать в горы, конечно же, не стоит. Тем более, что если бы данная ситуация очень бы хорошо работала, то жители равнин давно бы переселились на горы в нашей стране Урала и Алтая. Но у нас почему-то заселена в основном равнинная часть нашей страны, потому что в горах, конечно же, жить тяжелее гораздо. Потому сказать, что если мы все переберемся на высоту 1500 там, или 2000 метров, переедем все в Сочи и заселим все верхушки всех гор, то мы будем жить до 100 лет. Конечно же, это не есть правда. Следующее исследование тоже американское из университета Колорадо. Вместе с исследованием бостонской агломерации, Гарвардской школы глобального здравоохранения пришли к мнению, что большое количество витамина D тоже снижает смертность. И после этого решения были доложены данные, изучены данные FDA, Federal Drug Administration, и в значительном количестве продуктов Соединенных Штатов Америки присутствует, в том числе и в молоке, добавлен витамин D3. Тот, кто посещал Соединенные Штаты, помнит вот данную ситуацию, что витамин D3 там используется как добавка в большинству продуктов и молоко, которые можно купить в магазинах. И есть достаточное количество научных статей, что использование витамина D продлевает жизнь. Но надо сказать, что мы живем сейчас в эпоху пандемии ковида, и эти исследования, что не только интерфероны, которые по последним рекомендациям Министерства здравоохранения нашей страны являются профилактикой
и лечением тоже у беременных, профилактика репликации вируса при вдыхании его носом, интерфероны интерназальные, они, кстати, подскочили в цене 3 раза. Точно так же витамин D. Витамин D я пытался купить в аптеке соседней. Оказалось, что он сейчас проходит очередное не освидетельствование, проходит какое-то очередное получение бумаги, и сейчас витамин D исчез, его тоже раскупили, запасы все в связи с пандемией, рекомендациями врачей, что он улучшает здоровье и состояние больных и может участвовать как средство профилактики коронавирусной инфекции. И плюс еще у него есть сейчас изменения в каких-то документах, и в аптеках сейчас его мало. Я думаю, что это быстро ситуация исправится, потому что витамин D, собственно, всегда был в наших аптеках. Вот такое исследование про витамин D. Напоминаю, это исследование университета Колорадо и университета Гарварда. Следующее исследование касается фитотерапии. Коренные жители Алтая давно используют в пищу сибирский женьшень или золотой корень или радиолу розовую, которая исследовалась и нашими академиками. В 1997 году с сенсационным открытием выступил академик РМН Валентин Иванович Покровский, который показал, что продолжительность жизни людей увеличивается при использовании данной травы. Но это исследование, эти эксперименты проводились только на лабораторных животных, а именно даже насекомых, это мухи дрозофилы. Поэтому исследования на людях нету, и золотой корень добавляется во всех странах восточного региона в пищу, в различные настойки, но он не является панацеей для увеличения продолжительности жизни человека. Это только, видите, исследования на мухах. Вот. А так что если мы будем есть вместо манной каши, будем есть радиолу розовую, сказать, что это единственный фактор и больше делать ничего не надо, тоже, конечно же, не является правдой. Нету исследований, крупных исследований по поводу радиолы розовой, то, что она увеличивает продолжительность жизни людей. Пока это только вот на уровне исследований ученых, пока точка не поставлена. Что же у нас обстоит, какая обстановка с сибирским женьшенем? Так как все-таки мы находимся в современном мире, не в средневековье, то все-таки надо обратиться к официальной статистике и пользоваться в своих решениях о продлении жизни не слухами, не сплетнями, не какими-то разрозненными, не рандомизированными исследованиями, которые причем проводились не все с соблюдением протокола слепого двойного контроля, не верить единичным публикациям, различным видам выступлениям на телевидении по поводу заряженной воды или диетам по группе крови. Все, конечно же, это очень мало доказуемо и подвержено очень большому сомнению. Учитывая, что наша медицина, она доказательна, она требует серьезного исследования, чтобы сказать, что да, именно этот фактор влияет на данное событие. Давайте придерживаться официальных данных. Итак, Всемирная организация здравоохранения показала 10 в 2017 году, опубликовала это довольно свежие данные. Информационный бюллетень в январе 2017 года опубликовала данные 2015 года. Так и есть, что публикуется только за 2 года, пока они статистически обрабатываются, что 55% причин всех смертей всех людей мира на всей нашей планете Земля зависит от ишемической болезни сердца и инсульта. И
если идти от обратного, ничто продлевает жизнь, а идти от обратного, что наоборот сокращает жизнь. То есть если мы уберем у человека те факторы, которые вызывают данные заболевания, то есть заболевания, которые привели к смерти, то, естественно, он получает шанс прожить долго, потому что мы у него убрали вот этот риск заболевания смертельными заболеваниями. Обратите внимание, что респираторные заболевания, в том числе пневмонии, может быть, изменится статистика вот из-за пандемии, хотя смертность от коронавирусной инфекции не очень большая, и, скорее всего, скоро коронавирусная инфекция при получении национального иммунитета, она через какое-то время, может быть через год, через два, она будет уже называться как сезонный грипп, точно так же будет сезонная вакцинация от коронавирусной инфекции, и, скорее всего, мы забудем об этом заболевании, и паника через несколько лет, я думаю, что, безусловно, пройдет. Вот. А пока респираторные заболевания и хроническая обструктивная болезнь легких находятся на втором месте. Как мы видим, что рак легких, трахеи и бронхов занимает 18% среди ведущих причин смерти в мире. То есть рак легкого, диабет занимает тоже чуть более 15%. В основном это сердечно-сосудистые заболевания. Получается, если мы дадим возможность человеку предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, ишемическую болезнь сердца и ишемический геморрагический инсульт, мы снизим риск его смерти ровно в 2 раза. И он может прожить на 10, 15, а то и 20 лет больше. Итак, что для этого нужно делать? У нас государство сейчас делает для этого то, что созданы сосудистые центры. Это первая, вторая причина, ишемическая болезнь сердца и инсульты различные. По поводу диабета существуют диабетологические кабинеты. По поводу туберкулеза, самая 9-я причина смерти в мире, созданы туберкулезные диспансеры. И по поводу ДТП ведется тоже работа по созданию клиник на трассах, создание систем контроля скорости, хорошие дороги, трассы без левых поворотов, чтобы внезапно не остановилась машина, которая поворачивает лево, трассы вне деревень, чтобы опять снизить травмоопасность. Но это все 9-е и 10-е пункты. Да, мы будем говорить о первом и втором, то, что началось буквально недавно, 10 лет назад. Государство, в общем, все-таки решило, что давайте заниматься причиной номер 1 и причиной номер 2. Да, когда пришла к управлению нашим Министерством здравоохранения России профессор-невропатолог, не экономист, не бухгалтер, не человек с другим образованием, а пришла не просто врач, а пришла профессор, то есть человек с научным складом ума. Она говорит, что давайте заниматься первой причиной. И по всей стране стали создаваться сосудистые центры, которые оказывают специализированную помощь, но одновременно там есть и школа пациентов, и одновременно эти центры рассказывают, что же такое профилактика ишемического инсульта и ишемической болезни сердца. Итак, сколько же инсультов? Мы все время говорим инсульт. Для кого-то это, да, это проблема семейная, для кого-то инсульт это что-то маловероятное, что-то далеко и неизвестное. Но дело в том, что вот опять же по данным международным, это World Stroke Organization, Всемирная организация инсульта, данные 2010 года, они сейчас дублируются во всех журналах. Примерно статистика остается неизменной, она не ухудшается, но эта статистика и не уменьшается. И потому, собственно, мы продолжаем говорить об инсульте каждый год в течение последних 10 лет, когда World Stroke Organization вместе World Health Organization, ВОЗ по-нашему,
объявили День борьбы с инсультом 29 октября. Итак, каждую 7-ю секунду развивается инсульт у одного человека в мире, вне зависимости от пола и возраста. Каждые 6 секунд от инсульта погибает один человек. Ежегодно в мире инсульт переносит, вдумайтесь в эту цифру, 15 миллионов человек. То есть это и Россия, и Америка, и Канада, и Индия, и Китай, и все 200 стран мира. В них общая сумма на нашем земном шаре 15 миллионов в год пациентов переносят инсульт. Из них погибают 6 миллионов. То есть получается, году погибает половина людей. То есть получается, что если предупредить инсульт, то половина людей не умрут 6 миллионов, потому что инсультом заболевают не люди 100 лет, у которых кончилась жизнь, им заболевают люди и в 25, и в 30, и в 40, и в 50, и в 65. Напоминаю, что 65, 66 это трудоспособный возраст. Вы посмотрите на возраст наших врачей. У нас же врачи не все молодые, у нас врачи есть и 70 лет, и за 70 лет врачи продолжают трудиться. Вот поэтому это трудоспособный возраст, хотим мы или нет. Мы только приобретаем какой-то опыт вот к этому возрасту, и, конечно же, нам, докторам, хочется жить точно так же, как и всем. Поэтому мы точно так же, как и все, должны заниматься своей профилактикой, профилактикой наших близких и всех наших пациентов. Часть пациентов остаются живы, и они возвращаются к работе не все. Каждый третий пациент, выживший от инсульта, становится инвалидом и уже не может самостоятельно трудиться и нуждается в помощи своих близких. В мире таких количество людей довольно большое. Это 30 миллионов инвалидов после перенесенного инсульта проживают в мире. Сколько инсультов происходит в России и стране, с которой нас постоянно сравнивают, с другой мощной стране, это в Соединенных Штатах Америки. Всего в мире происходит в год 7 миллионов, из них 4,6 миллионов умирают. В США 700 тысяч в год, в России 450 тысяч в год случается инсультом по данным этих авторов. В стационаре в разных городах, в разных странах умирают до 35% пациентов. Это в разных городах страны. Такая же статистика примерно и в европейских странах, такая же и статистика в малоразвитых странах, в зависимости от региона, в зависимости от тяжести пациента, в зависимости от времени доставки его в стационар, летальность может достигать до 35% в стационаре. Поэтому понимаете, какая бы хорошая медицина ни была, 1% летальности не будет. Она во всех странах очень высокая. Помните, что не изменяется в мире, не снижается эта заболеваемость. Вот смертность от коронавируса снижается, от инсульта она не снижается во всем мире в течение многих лет. Мы сейчас боремся с коронавирусом, а от него умерло гораздо меньше людей, чем от инсульта. То есть есть вот эта тихая, немая смерть, о которой мы молчим, пандемию не объявляем, а в основном боятся рака, боятся коронавируса, но умирают от инсульта. Так вот, к году количество умерших от инсульта добавляется еще 15% и достигает 50%. Вы помните мировые цифры, что половина заболевших через год инсультом, половина умирают. Это данные мировые, не только российские. Все пытаются снижать эту цифру. В некоторых регионах эта цифра выше, в некоторых регионах эта цифра ниже. Но, в общем, цифры примерно во всех странах более-менее одинаковые. Есть уникальные страны, которые вырываются по статистике вперед. Есть другие уникальные страны, которые вырываются по статистике вниз. В России проживают свыше 1 миллиона человек, перенесших инсульт. При этом третью часть из них составляют лица трудоспособного возраста, и к труду возвращается только каждый 5-й больной. У нас статистика чуть лучше. В мире статистика хуже. В мире инвалидами становится каждый 3-й.
у нас каждый пятый возвращается к труду. В мире 15 миллионов инвалидов после инсульта, в России 1 миллион человек, перенесших инсульт, имеют инвалидность и в настоящее время живут на территории нашей страны. Когда мы поговорили, что его много, что существует пандемия инсульта во всем мире, цифры не изменяются, не улучшаются, не ухудшаются, они остаются стабильными. Существует система, научная система профилактики инсульта, концепция факторов риска. Инсульт – это не самостоятельное заболевание, это осложнение уже имеющихся артериальной гипертонии, неадекватного лечения гипертонической болезни, это сужение магистральных артерий головы, стеноза сонных артерий, это заболевание сердца с нарушениями ритма, клапанной патологией, курение и сахарный диабет. Что такое факторы риска в современном мире? Факторы риска – это те заболевания, те состояния или образ жизни человека, которые подвергают риск заболеваемости по сравнению со здоровым человеком. На представленной таблице вы увидите два столбца. В левом находятся неуправляемые и плохо управляемые факторы, то есть то, на что современная медицина и сам человек, пациент, практически не могут повлиять. На некоторые факторы можно частично поменять. В правой стороне таблицы, в правом столбце, вы можете увидеть череду управляемых факторов риска. Те факторы, те 13 факторов, на которые можно подействовать, соответственно, это заболевание не произойдет. Если относиться правильно к лечению гипертонической болезни, то риск заболевания инсульта снижается. Если следить за проходимостью артерий головы, в частности наша тема инсульт, инфаркты мозга, поэтому если следить за состоянием сонных артерий у специалистов, безусловно, на хорошей аппаратуре, то тогда можно предупредить сужение артерий, принимая определенные медикаменты, которые уменьшают вязкость крови, уменьшают холестеринообразование, развитие атеросклероза в сосудах, в частности в сонных артериях, то тогда эти артерии останутся проходимыми и мозг будет получать достаточное количество питания. Если цифры гликемии, сахаров в крови будут находиться в пределах нормы, то не будет повреждающего действия на эндотелий сосудистой стенки и не будет увеличиваться опять же тромбообразование. Если употреблять пищу с меньшим количеством жиров и с большим количеством калия и витаминов, то естественно организм будет работать правильно. В том случае, если есть жирную пищу с низким содержанием калия, низким содержанием витаминов, то это может являться фактором риска заболеваний сердца и заболеванием эндотелия сосудов с образованиями атеросклеротических бляшек. Если не двигаться, то есть гиподинамичные люди, не проходить минимум 10 тысяч шагов. 10 тысяч шагов это примерно 5 километров. Это является минимумом. Не думайте, что вы должны пройти минимум 5 километров, и это вас подвинет к продолжительной жизни. Это минимум 5 километров. Надо проходить больше, естественно. Может быть, это будет 7, может быть, будет это 10. Конечно же, и скандинавская ходьба, конечно же, и правильная диета. По поводу содержания соли. Нужно употреблять меньше 5 грамм соли в сутки. Очень интересный опыт Японии. Каждая страна боролась
с артериальной гипертонией, с инфарктами и инсультами по-своему. Японцы очень необычная страна, они не только очень трудоспособные люди, работоспособные, они очень послушные. У них было предложение употреблять меньшее количество соли, то есть 2 грамма в сутки и меньше, то есть не как во всем мире рекомендации диетологов и кардиологов и врачей всех специальностей, что 5 грамм. Японцы решили, давайте 2. У них уменьшилась заболеваемость инсультом только, получается, на влияние одного фактора, потому что большое количество соли, оно запускает каскад реакций с повышением артериального давления. Перебарщивать здесь, конечно же, нельзя, потому что натрий хлор используется во всех биологических процессах нашего организма, и полная отмена соли, поваренной натрий хлора, она, конечно, приведет к заболеванию. Вот, поэтому ее оптимальный вариант меньше 5 грамм в сутки, то есть не пересоленная пища. И тогда снизится артериальное давление, потому что говорить о том, что давление, мы не можем вылечить давление, а пациент переедает соленой пищи. Ну вот посмотрите, например, на следующий день после возлияния, алкогольных возлияний, в алкогольном абстинентном синдроме у пациентов что будет наблюдаться? Будет наблюдаться, естественно, повышенное артериальное давление. И точно так же при переедании соленой пищи после застолья, после различных банкетов, где было большое количество соленой еды, в том числе соленое копченое мясо, соленая рыба, соленые овощи, на следующий день пациент встает с повышенным артериальным давлением, он не задумывается, что виновато 5 огурцов или килограмм соленой селедки, которые человек съел, на завтра он думает, это гипертоническая болезнь, это виноваты таблетки, это не тот энолаприл. Нет, конечно, дело это не в гипотензивных, дело в том, что неправильная диета. Вирусные инфекции тоже могут вызывать повреждение эндотелия сосудов. Это актуально сейчас в период пандемии коронавирусной инфекции, потому что, как всем известно, коронавирус попадает в клетку через рецептор ангиотензина. Большое количество их находится, этих рецепторов, именно в 3 органах. Это эндотелий сосудов раз, это альвеолы легких 2, и третье это просвет кишечника 3. Поэтому, конечно же, наблюдается у людей с факторами риска, у людей тучных и с сахарным диабетом, наблюдается повышенное тромбообразование при коронавирусе, а которые худенькие люди, он меньше их повреждает. Обратите внимание, вот когда демонстрируют нам центральное телевидение погибших от коронавирусной инфекции, в большинстве своем это люди не худенькие и зачастую это люди с сахарным диабетом, то есть те люди, у которых есть дополнительный фактор риска. А обратите внимание, что молодежь, дети болеют легче коронавирусной инфекции, чем взрослые, потому что у детей меньше факторов риска, то есть того же ожирения, сахарного диабета, конечно же, в детской среде значительно меньше, чем взрослый. Вот, поэтому особенность от коронавирусной инфекции такая. Отсюда какой вывод? Большое количество жидкости. Как мы можем увеличить, разжижить свою кровь? Конечно же, не огульно принимая различные препараты, а увеличить прием жидкостей из расчета 30 мл на килограмм веса. То есть, если масса человека 80 кг, 30 мл на килограмм веса, 80 на 30, 2400 получается. То есть 2 литра 400 мл человек должен выпивать в сутки, учитывая все виды, то есть это чай, соки, суп и так далее. То есть довольно большое количество. Хочу сказать, что люди, которые заняты на ответственных работах, потом учащиеся, то есть те люди, которые кругло заняты, им некогда поиграть на телефоне, на компьютере в шарики, им некогда посидеть в телефоне, в соцсетях. Этим
гражданам, да, то есть и студентам, и, например, тем же докторам, которые заняты тоже все бегом, тем более сейчас нехватка, не допивают воды. Вот обратите внимание, что есть сейчас гаджеты различные в ваших сотовых телефонах и в смарт-часах. Есть гаджеты, которые напоминают о том, что нужно пить воду. Мы с вами посчитали, что для человека массой 80 кг это 2400 мл в сутки, то есть практически 2,5 литра воды. Потому что сейчас вот именно в эпоху вирусной инфекции, которая повреждает эндотелий сосудов, конечно, не все склонны к этому, в основном больные сахарным диабетом, это, конечно, очень актуально, количество воды. По поводу курения, алкоголя и гиподинамии очень много говорится, потому что, естественно, факторов, повреждающих организм человека при употреблении табака, табакокурения, большое количество. Один из моментов то, что он способствует подъему артериального давления. А если человек становится гипертоником, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вообще высокое артериальное давление, оно само по себе вызывает большое количество перестроек в организме человека. Это и артериологиалиноз, то есть сужение и уплотнение стенки артериол с последующими лакунарными инсультами, маленькими дырочками в голове, которые могут быть незаметны, и потом, когда делается по какой-то причине магнитно-резонансный томограф из-за головной боли или просто так для интереса, или из-за какого-то стресса, люди идут и фотографируют себе мозг, когда они понервничают или у них где-то что-то заболело, они думают, не сфотографировать ли там мозг, может быть там будет что-то интересное. Там не обнаруживается, кроме нормального головного мозга и черепной коробки с неповрежденными костями черепа, там большей частью патологических процессов не обнаруживается. Иногда обнаруживаются рубцы от перенесенных инсультов или кисты, то есть дырки в мозгах от перенесенных инсультов маленького размера. Мы потом начинаем гадать, что же это было 5 или 10 лет назад. Вариантов очень много, но если человек не болел менингитом, не бился головой об сосульки, стены, асфальт, пол, то у него нету факторов черепно-мозговой травмы, он просто гипертоник, то вероятно, конечно же, что была гипертоническая болезнь с лакунарными инсультами. Всемирная организация здравоохранения подтверждает во всех своих публикациях, это взято график и переведен на русский язык с сайта Всемирной организации здравоохранения, которая может предоставить информацию о любых заболеваниях во всем мире. Вот здесь очень интересные данные, что ведущая причина смерти, то есть мы тогда рассматривали заболевания, Всемирная организация здравоохранения говорила, какие заболевания являются самой главной причиной смерти. Сердечно-сосудистые 55%. Так вот, а какие факторы риска? Так вот, на первом месте высокое артериальное давление. Получается, если вы хотите, чтобы вы сами, ваши мамы, папы, бабушки и дедушки, ваши друзья, ваши родственники все жили долго и счастливо, то вот ведущей причиной смерти является артериальная гипертензия. Нормой для всей популяции без разбора на пол, возраст и различный преморбидный статус, то есть различные заболевания, диабет, сахарный диабет, да или нет, в любом случае является давление систолическое 130 не выше, 131 патология, и диастолическое 90 не выше, 91 это уже патология. То есть можно жить на более низком артериальном давлении, если нету стенозов сонных артерий. Потому что если есть стенозы сонных артерий, то тут нужен совет врача, тут немножечко будут другие рекомендации. Но стенозы есть не у всех, поэтому норма для всего мира 130 и 90. Итак, если вы хотите жить долго, давление не должно превышать. Мы дальше будем говорить, а можно ли жить на давлении 140 на 90, 140 на 100? Ведь посмотрите, 140 на 100 намного отличается? Да не намного. Это всего лишь 10 мм систолического и всего лишь 10 мм диастолического. Можно сказать, а ну и ладно, это возрастное. Мы будем говорить об этом дальше, о фрамингемском исследовании. Курение табака. Дело в том, что
Обратите внимание, если вы не замечали, то в России увеличилось количество людей, которым больше 90 лет. Это меньше этих людей было очень мало 25 лет назад, когда я начинал свою карьеру врача, и в нашем отделении, работаю все время в одной и той же больнице, все вот 25 лет. Так вот, 25 лет назад 90-летний человек, это был нонсенс, таких людей было несколько пациентов в год 90-летних, их мало было. А сейчас 90-летних в настоящее время у нас в отделении может находиться до 3-5 человек одновременно. 90-летних людей, то есть доживаемость до 90 лет увеличилось количество, их не только с инсультом увеличилось, больше стало 90-летних людей. Раньше меньше было. У нас продолжительность жизни-то возросла. У нас сейчас и мужчины стали дольше жить. За счет чего? Обратите внимание, на улицах меньше курит. Вот эта государственная политика о запрете курения в общественных местах, да, она не каралась штрафами по 5000. Очень мягко. Просто объявили, что в общественных местах и общественных учреждениях нельзя курить в туалете в больнице, нельзя курить у магазина, нужно отходить 15 метров, нельзя курить в гостиницах. И вы знаете, эта мера привела к тому, что курящих на улице меньше, нельзя курить в такси, да, то есть сейчас и водитель не курит, и пассажиры не курят, и сейчас мужчины доживают дольше. Точно такие же ограничительные меры были введены по поводу алкоголя. Алкоголь ночью уже не продается, алкоголь пытаются контролировать, и контрафактного алкоголя меньше стало в России, и мужчины стали жить дольше. Почему? Почему мужчины живут короче женщин в нашей стране на 8-10 лет? А потому что у мужчин факторов риска гораздо больше. Мужчины чаще употребляют алкоголь, чем женщины, мужчины чаще курят, чем женщины, и мужчины чаще ездят на машинах с превышенной скоростью, чем женщины. Вот, поэтому риски агрессивного поведения, агрессивных диет, это, конечно же, вот мужская прерогатива, поэтому жизнь мужчины, она гораздо короче, чем женщины. И в том случае, если вы, мужчина, хотите прожить дольше, то вы не должны употреблять табак, не потому что значит, это модно. Сейчас, кстати, в фильмах уже нету этой рекламы. Сейчас уже не показывается, что Супермен должен обязательно закурить сигарету или трубку. Да, не обязательно, что у Супермена в зубах должна быть сигарета с травой. Потому что Всемирная организация здравоохранения говорит, курение табака – это вторая ведущая причина смерти. Высокий уровень глюкозы. Ежегодно проходите профилактические осмотры, благо они в нашей стране бесплатные. Чем отличается современная Россия от всего мира, кроме того, что у нас есть космическая станция и у нас есть свои танки и самолеты. Мы, Россия, очень мощная страна с социальными гарантиями. У нас гарантий социальных гораздо больше, чем в той же благополучной Швеции, в которую пытаются все семейные пары уехать, потому что в Германии можно зарабатывать деньги, а в Швеции можно отдавать детей в садик, и там для молодых мамочек, для молодых родителей очень много преференций. Так вот, в России еще больше социальных гарантий, чем в самой лучшей стране Европы, в самой шведский социализм даже называется. Почему? Потому что в России есть возможность не только бесплатной медицинской помощи для какая бы никакая, но она бесплатная. Попробуйте получить помощь медицинскую даже при заболевании в другой стране мира. Вы получите ее платно. Или у вас есть лимит, как в той же Швеции, 20 посещений в год своего участкового терапевта или семейного врача, 20 посещений бесплатно, 21 уже за 20 евро. В России и 21, и 50, и 100 все будет бесплатно. То есть в России можно поговорить с врачом бесплатно. А второе, в России есть профилактические осмотры.
Мы смеемся, потому что это считаем проформой, считаем принудительной, но дело в том, что если вы захотите проходить профилактические осмотры сами, вам это обойдется в довольно приличную сумму. Это займет 1/5 или какую-то 1/3 часть вашей зарплаты, потому что это может быть и 3000, и 5000, и 10 000, в зависимости от количества анализов, которые вам будут назначены. Поэтому сдавайте глюкозу крови ежегодно, потому что сахарный диабет не дремлет, больных с сахарным диабетом становится больше, и сахарных диабетов два типа. Тот, который появляется в молодом возрасте, и тот, который появляется в возрасте уже постарше, тогда, когда человек приобретает повышенную массу тела, когда поджелудочная железа отравлена алкогольными возлияниями, может развиваться уже диабет второго типа. Это одни из факторов. Конечно, это многофакторное заболевание, да простят меня эндокринологи, что, безусловно, диабет – это не только алкоголь и повышенная масса тела, и другие факторы существуют. Но мы сейчас опять же говорим о третьей причине смерти во всем мире, на всей планете, что это высокий уровень глюкозы и количество больных с диабетом, в основном за счет стран Африки, планируется к 2050 году, что он возрастет, количество диабета, в 4 раза, то есть больше станет пациентов с диабетом. Ну и изменилось, конечно, воззрение на заболеваемость, что раньше ставили 11, выше 11 миллимоль на литр гликемия устанавливался диабет, а сейчас уже ставится диабет при более низких сахарах крови, когда повреждены органы, доказано, что органы мишени уже начинают повреждаться, как при сахарном диабете, уже восстанавливается сахарный диабет, и пациент получает специализированное лечение. Мало двигаются. Давайте сравним две нации. Давайте сравним Австрию с их большим количеством ларьков с фастфудом, и давайте на улицах, и давайте сравним Соединенные Штаты Америки, тоже с большим количеством ларьков с фастфудом. Дело в том, что Америка это нация полных людей, большое количество людей с ожирением. Медицина, направленная на снижение массы тела, бариатрическая хирургия развита очень в Америке, у них это проблема. Это фастфуд и пониженная физическая активность. В той же Австрии фастфуд есть тоже на каждом перекрестке. Тоже там вкусные сосиски в тесте. Их тоже поливают кетчупом. Но почему австрийцы не такая толстая, не такая нация с большим количеством людей с ожирением? Дело в том, что в Австрии ребенок уже начиная с 5 лет, ему дарят на день рождения горные лыжи, и они встают на лыжи, и на каждый уикенд они ездят в Альпы, и практически каждая семья имеет возможность выехать в горы, то есть это там недорого, это возможно, и это принято во всей стране, то есть это спорт, это движение, это трата калорий, это повышенная физическая активность, поэтому они могут себе позволить фастфуд. В Америке никто на лыжи не встает, они только едят фастфуд и пользуются своими айфонами. Причем айфоны и фастфуд может тоже способствовать снижению физической активности, потому что вместо того, чтобы заняться активным спортом, садятся в гаджеты, и тогда уже не нужно активный мир. У меня есть весь мир на ладони, у меня есть iPhone, у меня есть сосиска, и я могу, собственно, не двигаться и не вставать с дивана. И это была 1, 2, 3, 4 и 5 ведущие причины смерти. Высокий уровень холестерина. Ежегодно на профилактических осмотрах, которые бесплатно для жителей нашей страны, у нас активно приглашают на профосмотры. Если вас не пригласили, обратитесь в поликлинику. Если вас не пригласили опять же, то тогда идите сами и сдавайте 1 раз в год анализы на глюкозу, анализы на холестерин, ну и соответственно делайте флюорографию грудной клетки, да, для исключения туберкулеза. Небезопасный секс выделяется как 7-я причина смерти.
Ну, это более интересно для стран с гомосексуализмом. Это браки, не смешанные браки, а однополые браки. Вот, конечно же, для нашей страны это надо, конечно, перекреститься, что 7-й пункт мы можем с большим удовольствием вычеркнуть, что оставим это любителям однополых браков, страны, где разрешены Конституцией страны данные ситуации, и поэтому давайте эту момент упустим. Но единственное, что секс в презервативах чем хорош, тем, что ВИЧ, инфекция уже стала лечиться, но она существует и приводит к смерти, и другие венерические заболевания тоже могут являться причиной хронического недомогания, хронических заболеваний и частично опосредованно тоже могут влиять на продолжительность жизни. Но здесь в основном говорится о ВИЧ-инфекции, конечно же. Но это в основном не для нашей страны. Слава богу, что у нас в нашей стране хотя бы пункт номер 7 менее интересен. Пункт номер 8. Почему злоупотребление алкоголем стоит на 8-м пункте? Вот для России это, скорее всего, будет стоять на 3-м месте, то есть после курения табака, или даже на 2-м месте. То есть в России эта причина смерти, она будет стоять на 2-м, на 3-м месте. Дело в том, что Россия не самая пьющая в мире страна. Большое количество алкоголя приходится и в странах Италии, и Франции, и Испании. Гораздо большее количество алкоголя на душу населения, считая детей, приходится в других странах. Мы не самая пьющая страна. У нас контрафактный алкоголь. И этим все сказано. И смерть молодых мужчин, она происходит именно от острых повреждений большим количеством алкоголя или некачественным алкоголем из-за повреждения поджелудочной железы и повреждения миокарда. Сейчас по телевидению муссируется большое количество различных ситуаций, что якобы молодые мужчины могут отравляться различными неизвестными веществами и так далее, а забывают о простом факторе, что просто алкоголь в больших количествах, или контрафактный алкоголь, или большое количество дней, что называется запой по-русски, данные граждане стоят на 2-м месте по причинам смерти. И только некоторые богатые люди имеют возможность лечиться в суперклиниках за большие деньги, дорогущими миллионными лекарствами, чтобы за ними следила вся страна, и только они могут потом радостно выходить из алкогольных панкреатитов. Хотя в обычных наших и районных больницах острые панкреатиты лечатся, безусловно, очень много пациентов выживают, но это причина смерти молодых мужчин. Поэтому в России это будет не 7-я, как в мире, причина смерти, а будет 2-я или 3-я. Поэтому, конечно же, алкоголь в любом случае повреждает и миокард, и поджелудочную железу. Ну и 3-я, конечно же, это эндотелий сосудов, изменяется и ведет себя по-другому. Ну и пункты номер 9-10 менее актуальны для нашей страны. Давайте поговорим еще один раз по поводу самых главных факторов риска. Это злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, мерцательная аритмия, нарушение ритма сердца, курение и артериальная гипертония. И сравним человека без этого фактора риска с человеком, который имеет этот фактор риска. Существует такое понятие – относительные риски. Относительный риск показывает, во сколько раз больше рискует, во сколько раз выше заболеваемость у человека, у которого этот фактор есть, по сравнению с тем человеком, у которого этого фактора нет. То есть группа
с артериальной гипертонией и группа без артериальной гипертонии. Так вот, человек из группы с артериальной гипертонией в 5 раз больше рискует получить инсульт. Курящий человек в 3 раза больше рискует получить инсульт. Пациент с мерцательной аритмией, который не принимает специализированные лекарства, антикоагулянты, которые назначает врач после операции на клапанах, или кардиолог, или невропатолог после перенесенного инсульта, если при мерцательной аритмии не принимаются специализированные препараты, этот пациент рискует в 7 раз больше получить инсульт, чем пациент без мерцательной аритмии. Пациент с сахарным диабетом, некупируемыми сахарами, сахара которого зашкаливают высокие, он говорит, ну и что у меня 10-15. Этот пациент рискует в 2 раза больше, чем пациент, у которого сахара коррегированы, у которого цифра сахаров находится в пределах нормы. И злоупотребляющий пациент алкоголем рискует в 4 раза больше, чем пациент, который не злоупотребляет алкоголем. А теперь давайте посчитаем риски. Сложим 5 плюс 3 плюс 7 плюс 2 плюс 4. Получается 7 плюс 3 10, 5 плюс 4 19, плюс 2 21. Получилось в 21 раз человек, который имеет гипертонию, мерцательную аритмию, курит, у него есть сахарный диабет, и он пьет водку, вот этот человек в 21 раз имеет риск заболеть инсультом. То есть эти люди по сравнению с теми, которые не гипертоники, не курящие, без мерцательной аритмии или на таблетках, без диабета или на коррегированных сахарах и не пьющий, он в 20 раз реже попадется в инсультное отделение. А те, которые ничего не делают вот с этими 5 факторами риска, они в 20 раз чаще окажутся на больничной койке. И, как правило, 99% пациентов, которые оказываются на больничной койке с инсультом, это пациенты, которые ничего не делали. Только 1% пациентов, который старался снизить эти факторы риска, и тогда у них инсульты протекают в очень легком виде. Поэтому, чтобы, если инсульт произошел, то он произошел в легком виде, чтобы он был не фатальным. У нас сейчас есть на госпитализации пациент, который принимает по поводу искусственных клапанов сердца правильные препараты, следит за свертываемостью крови. У него произошел 3-й инсульт, очень легкий, и он 3-й не фатальный. То есть он его не инвалидизировал, он остался жив и дальше продолжит жизнь. То есть так как он полностью соблюдает рекомендации доктора, и он после даже 3-го инсульта он остается живым, потому что у него риски снижены за счет правильного лечения. Ему назначено, правильное лечение назначается всем, а приверженность пациентов остается низким, потому что все надеются на авось. Собственно, для того и читаются вот эти публицистические лекции по всему миру сегодня, 29 октября, чтобы познакомить население с тем, чтобы все знали о том, что инсульт проще предупредить. Итак, мы с вами говорили, стоит ли бороться с артериальным давлением, которое повышено чуть-чуть. То есть, стоит ли бороться с давлением 140 на 90? Может быть, его оставить, может быть, это не настолько много. Мы говорим 130. Научное общество кардиологов России приняло на конгрессе не так давно, что все-таки 130 уже для всех, не 140, а 130 является нормой для систолического давления. Так стоит ли бороться с давлением, стоит ли его коррегировать, если давление 140? Да, было исследование, которое было опубликовано в британском медицинском журнале, в журнале Lancet, опубликовано давно, это исследование давнишнее, все уже давно известно. В медицинских кругах мы вот доносим его до собственно, пациента, что диастолическое давление, нижнее давление, если оно уменьшается на 5-6 мм, то есть не 95 мы снижаем до общечеловеческой нормы до 90, то
Это снижает риск образования инсульта на 40% через 2-3 года. То есть мы сравниваем две группы пациентов. У пациента у одного 130 и 90 давление, у другого 130 и 95. Вопрос, надо ли ему с этим 95 что-то делать? Надо ли ходить 3-4-5 раз к кардиологу и подбирать, какой же препарат выбрать? Потому что не всегда с первого раза будет тот препарат, который снизит именно диастолическое давление, будет комфортен пациенту и который добьется целевой цифры 90. Вот с этим 95 надо ли что-то делать? Так вот, пациент, который не снизил, то он имеет риск заболеть инсультом на 40% больше через 3 года, пожив с этим давлением, чем человек, который снизил до 90. Вот разница. То есть нужно ли коррегировать артериальное давление? Публикации давнишние, существуют давно. Фрамингемское исследование, которое идет больше 20 лет и включает в себя десятки тысяч людей, которое тоже показывает, что снижение систолического давления на 10 мм тоже снижает риск инсульта. Поэтому целевой уровень давления 130 и 90, безусловно, не какие-то другие. Дело в том, что еще надо определяться, как получается цифра артериального давления. У нас у всех есть различные аппараты. У нас есть электронные аппараты для измерения давления, у нас есть аппараты по методу Короткова, которые включают тонометр, который вставляется в уши медсестре, врача или соседке, которая меряет вам артериальное давление. Так вот, все зависит от качества датчика электронного аппарата, который слушает ваш пульс по методу Короткова, от качества датчика, от его работоспособности и куда вы расположили датчик. Дело в том, что на локтевом сгибе артерия находится у всех по-разному и может залегать разница ее на разные 5 сантиметров. И если вы поставите датчик не туда, то цифра давления может быть меньше на 20, 30 или 40 миллиметров ртутного столба. И когда вы приходите к профессионалу, где вам измеряют давление, профессионал – это участковая медсестра, это семейный врач, участковый терапевт, тот же невропатолог на приеме. Вы приходите, а давление оказывается выше. Или аппарат с испорченным датчиком, или датчик поставлен не туда, или просто данный робот, который измеряет артериальное давление, неверный. Поэтому, конечно же, остаются в части у нашей медицинской среды остаются аппараты не электронные, а механические препараты, потому что манометры у них поверенные, и уши человека, который проводит измерение медработника, они слышат, то есть медработник не глухой, и он слышит, что появляется пульс. Почему мы об этом говорим? Дело в том, что во всемирном журнале «Инсульт», журнал «Строуки» в 2005 году было опубликовано исследование интересное, что вот надо ли коррегировать цифру 140 и 90. Может быть, жить на вот этом давлении, мы говорили о том, что надо снижать 95, нижнее диастолическое давление, а нужно ли снижать верхнее давление, оставляем ли мы 140 или мы все-таки будем с ним бороться. Так вот, так называемая предгипертония, авось, что поживите на этом, это возрастное, все эти мнения, те, которые говорят, не надо ничего делать с давлением 140 и 90, они по данным наблюдения в течение 10 лет за пациентами увеличивают риск развития цереброваскулярных заболеваний и ишемической болезни сердца и инсульта, инфаркта миокарда в 3,5 раза. Ишемической болезни сердца в 1,7 раза и чуть больше в 2 раза риск инсульта увеличивается. То есть получается, переводя на простой язык, поживи с давлением 140 на 90 10 лет, и риск инфаркта не заставит себя ждать 3,5 раза. Инсульт произойдет в 2 раза чаще. ИБС с одышкой, отеками и сердечной недостаточностью увеличится в 1,5 раза. Кто хочет прожить долго и подниматься на лестницу без отдышки и не попасться в кардиологическую клинику с инфарктом миокарда, вероятно, должен задуматься,
как измерять артериальное давление, и предгипертония у него 140, или все-таки привести к целевым цифрам 130. Вероятно, привести к целевым цифрам 130. Причины инсульта в молодом возрасте имеют все те же факторы, но так как в молодом возрасте меньше гиперхолестеринемия, меньше частота гипертонической болезни, существуют другие факторы. Ранний атеросклероз. Это могут быть кардиогенные эмболии при заболеваниях сердца. Это различные другие заболевания. Но в этом случае надо сразу же обращаться к врачу и проходить, безусловно, ежегодные профилактические осмотры, о чем, собственно, свидетельствует важность выявления различных факторов риска, чтобы прожить более длительную жизнь. Если вам за 40, а то и 45 лет, то в профилактическое обследование, если у вас есть особенности, наследственный фактор, особенно по материнской линии, предрасположенность к атеросклерозу. Почему по материнской линии? Дело в том, что у мужчин развивается атеросклероз обязательно, если пациенты курят. У курящих мужчин развивается облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, который потом заканчивается гангреной, и им ампутируют гангренозные нижние конечности, то есть отрезают ноги после гангрены. Это в основном курильщики. То есть просто так не возникает гангрена. Гангрена – это удел, конечно же, курильщика многолетнего, который курит одну пачку за другой в день в течение десятков лет, а потом удивляется или уже не удивляется, у него нету критики, он улыбается, когда ездит на коляске, сначала без одной ноги, прыгает на костылях, потом на коляске, ездит без двух ног и улыбается, едет, значит, все равно пытается ехать в туалет в медицинском учреждении, покурить. Вот эти вот граждане, конечно, сами портят себе сосуды, курильщики, потому, конечно, курильщиков становится в нашей стране меньше. Вашему вниманию представлен слайд с нормальной стенкой, нормальным строением стенки сонной артерии, где вся артерия гладенькая, все ее поверхности ровные, цифрами, голубыми крестиками это обозначена толщина комплекса интима-медиа. Это внутренняя часть сосуда, черненькая на данном слайде, это просвет сосуда, где течет кровь, а голубенькими крестиками обозначено внутреннее эндотелий сосуда, который выстилает сосуд и к которому может приклеиться форменные элементы крови и образоваться тромб. В том случае, если этот эпителий не слоистый, не рваный, он ровный, то риск приклеивания к нему тромбов очень низкий, и тромбообразование здесь не произойдет. У этого пациента, это стенки молодого пациента, здесь не произойдет тромбообразование, и сосуд будет четким и хорошим. А вот давайте теперь посмотрим, что может случиться в том случае, если пациент имеет какое-то заболевание или генетическую предрасположенность, или нарушение факторов риска. В данном случае представлена картинка тоже молодого пациента, 47 лет. У него, обратите внимание, внутреннее строение сосуда на УЗИ сонной артерии, которое мы проводим, это все данные представлено из нашей клиники номер 1. Фамилии пациентов убраны со слайдов. Это данные последних 5 лет. Здесь показана стенка сосудистая пациента 47 лет, у которого нарушена толерантность к глюкозе. У него нет диагноза сахарный диабет. У него сахара небольшие, порядка 6,5-7. Обратите внимание, какая у него неровная поверхность эндотелия. Слоистая, уже отслаиваются кусочки эндотелия. Здесь риск тромбообразования огромнейший. И этот пациент, если он не будет предпринимать определенных шагов, не будет использовать предписание
врача своего, то он получит, конечно же, тромбообразование и не за горами инсульт. Дело в том, что сонная артерия, она не единственная в организме. Это единый процесс, происходит во всем организме. Такие же сосуды и в животе, мезентериальные артерии, такие же артерии и в конечностях, в частности в нижних конечностях, такие же артерии и в сердце. То есть получается, что он может заработать тромбообразование, атеросклероз любой артерии, хоть это будет облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, хоть это будет мезентериальный тромбоз, или это будет атеросклероз коронарных артерий с последующим инфарктом миокарда, или атеросклероз, или тромбообразование сонных артерий с инфарктом. То есть мы уже понимаем, что в 47 лет у данного пациента уже есть риски не за горами инсульта. То есть буквально в течение 20 лет практически со стопроцентной вероятностью у него произойдет инсульт, большой или маленький, потому что сосудистая стенка изменена. Как он мог это увидеть? Он мог увидеть это по цифрам глюкозы, если ее бы контролировал на профилактических осмотрах, и при выявлении высоких цифр гликемии прошел бы углубленное исследование на повреждение органов мишени, в частности повреждение сонных артерий, то такого бы, конечно, не случилось. Что случается дальше? Когда эпителий сосуда поврежден, когда пациент не допивает воды, мы с вами говорили, что 2,5 литра 80-килограммовый человек должен выпивать в сутки, что если не употреблять достаточное количество воды, не следить за своими сосудами, да, не существует никаких специальных диет для чистки сосуда. Чеснок, зеленый чай – это не доказано. Есть специальные лекарства, их может назначить только врач. Не надо покупать в аптеках самостоятельные медикаменты для чистки сосудов. Не надо покупать биологически активные добавки. Не потому, что биологически активные добавки не действуют, не потому, что биологически активные добавки вредны, а потому что эффект их не доказан. В биологически активных добавках лицензирование, сертифицирование происходит по упрощенной схеме. Лекарства сертифицируются и лицензируются по строгой схеме. На коробке будет написано то, что будет внутри таблетки. У пищевой добавки все гораздо проще. На коробке написано одно, а в таблетке может находиться то, что захотел производитель. То есть, если производитель честный, то тогда там будет хороший состав. Если производитель нечестный, то тогда там может быть нечестный состав. Поэтому в добавках и количество препарата в таблетке добавки тоже может разниться совершенно в огромнейших пределах. Там может быть 10% препарата, может быть 50%, а может быть 250%. Поэтому, конечно же, предпочтительно использование лекарств и только по назначению врача. Итак, вы видите у себя на экране слайд, где тромбообразование. На левом слайде изображена сонная артерия. Голубой пунктирной линией обозначена диаметр артерии, и мы видим, что 45%, 45, вот тут написано не 45, 48,5% занято тромботическими массами. Вот написано дистанция А. Вот на левом слайде можно увидеть дистанция А 48,5% по диаметру. Это шкала ESCET. ESCET это европейская шкала использования измерения стенозов. И здесь находится атеросклеротическая бляшка, которая занимает практически 50% сосуда. Чем интересна эта бляшка? А в этой бляшке есть дефект. Вот обратите внимание, здесь написано слово дефект. Значит, бляшка нестабильная. Кусочек этой бляшки может оторваться из сонной артерии с током кровотока, улететь в головной мозг дальше по ходу сосудов и образоваться ишемический инсульт. Или приклеится в другом месте, не сразу образуется инсульт, приклеится в другом месте поврежденного эндотелия, и дальше будет тромбообразование будет еще выше. Поэтому где это можно увидеть? Это можно увидеть у пациента, у которого есть факторы риска. Можно увидеть на хороших аппаратах и у врачей
ультразвуковой диагностики, которые занимаются строго изучением сосудов. У каждого доктора есть своя специфика, то есть в роддоме очень хорошо смотреть беременную матку, хорошо смотреть плод, вот, а сосудистые, конечно, повреждения рассматривать, особенности тромба, особенности его расположения, шкалирования, конечно же, очень удобно рассматривать у врачей сосудистых центров, которые рассматривают сонные артериями тысячами в год, врачи, которые смотрят это тысячами. Вот, и, конечно, там они дают больше данной информации, если у вас есть образование в сосудах, у вас есть фактор риска, вы при скрининг-исследовании на профосмотрах нашли различную патологию сосудов или предрасположенности к ним, то углубленное исследование, детальное, со всеми прогнозами, можно уже получить именно в специализированных клиниках, которые занимаются именно этой проблемой, именно проблемой сосудов. Именно в нашем случае мы с вами рассматриваем тему продолжительной жизни и профилактику инсультов, в частности, здесь при тромбообразовании профилактику ишемических инсультов. Поэтому нужно смотреть у врачей сосудистых центров в том случае, если что-то найдено. Скрининг исследования, конечно же, может выполнить любой врач ультразвуковой диагностики, который, в общем, не занят на сосудистых больных, потому что это входит в структуру обучения любого врача ультразвуковой диагностики, это можно увидеть. Но еще раз хочу предупредить, если аппарат плохого класса, не экспертного, то там ничего не будет видно, потому что когда я сам начинал учиться смотреть сонные артерии 25 лет назад на старых аппаратах УЗИ, там не было видно этих тромбов вообще. На аппаратах 25-летней давности там не было видно ничего. На современной аппаратуре видно больше, чем ты хочешь, и иногда оказываются очень интересные находки. То есть все зависит и от класса аппарата. На старинных аппаратах ничего не видно, на современной аппаратуре видно очень много. Наши врачи, наши клиники могут увидеть большое количество изменений, не только в сонных артериях. Ну и, конечно же, класс специалиста, который смотрит это тысячами, да, который специализируется именно на вот артериях, которые питают головной мозг. Мы задаемся вопросом, почему некоторые люди живут долго. И у нас есть возможность при помощи того же аппарата УЗИ посмотреть органы мишени, те, которые могут повреждены быть возрастом, могут быть повреждены гипертонической болезнью и сахарным диабетом у долгожителей. Перед нами сонная артерия долгожителя. Это женщина, 97 лет. Эта женщина в 2016 году лечила заболевание желчного пузыря, ходила своими ногами, лечила заболевание желчного пузыря в хирургическом отделении нашей больницы. И я попросил свою супругу, чтобы она поставила датчик УЗИ на сонную артерию, что мне это просто интересно, сосуды долгожителя, вот какие же они. То есть у пациентки не было показаний к исследованию сонных артерий. С научной точки зрения мы стали смотреть вместе с Натальей Сергеевной Стариковой, стали смотреть сосуды долгожителей. И обратите внимание, в 97 лет сосуд без дефектов эндотелия. Мы с вами видели на предыдущих слайдах эндотелий пациента, мужчина 47 лет, а это 97 лет. То есть пациент в 2 раза старше, на 50 лет старше предыдущего мужчины, это женщина. И у этой женщины эндотелий без дефектов. То есть риск тромбообразования у нее снижен. То есть у этой бабушки 97 лет нету диабета, она не курила. И эти два фактора позволили, ну и видимо какая-то есть генетическая предрасположенность, но она себе не навредила, она не курила, и у нее эндотелий идеальный. Для 97 лет она может прожить долго. У нее были особенности еще сосудистой стенки, она была высоко ригидной,
она была неэластичной, сосуды как стеклянные трубочки, но в этих сосудах не было тромбов, то есть кровоток, свою функцию они выполняли. Они не могли сдержать гипертонических кризов, потому что они неэластичные, они могут порваться от данной пациентки. Но у этой пациентки не было гипертонии. Я уже не помню, она на препаратах, снижающих давление, или у нее не было гипертонии. Но этой пациентке нормальное артериальное давление, нет сахарного диабета, и она не курила. 97 лет сосуды, то есть можно свои сосуды содержать в порядке, если использовать стратегию предупреждения инсультов, а именно коррегировать фактор риска, который мы можем откоррегировать. Поэтому на эти факторы действуем и, соответственно, получаем хорошие здоровые сосуды и низкий риск образования инсульта. В том случае, если случился инсульт, что делать? Ехать, безусловно, в экстренные центры. Во всем мире, в том числе и в России, в том числе и в Великом Новгороде, принята единая стратегия. Была принята в Хельсинборге, в Швеции, была принята Хельсинборгская декларация, в которой было сказано, четким, черным по белому было написано, еще в 20 веке было написано, что госпитализация пациента с инсультом снижает смерть и позволяет большему количеству пациентов выжить. Поэтому на основании Хельсинборгской декларации во всем мире стали образовываться как грибы сосудистые центры. То есть это не только в России произошел этот процесс, а во всем мире. Это и Америка, это и Германия, и соседняя Швеция и Финляндия. Во всех странах мира стали образовываться сосудистые центры после решения Хельсинборгской декларации, где врачи всего мира сказали, да, госпитализация снижает риск смерти, и стали возить, потому что некоторые скорые до этого говорили, инсульт на дому, кончилась жизнь, пришел возраст. Нет. И в России сейчас показана абсолютно госпитализация всех больных с инсультом в остром периоде. Не через год после инсульта надо ехать на скорой, не через месяц, а ехать сразу в первые минуты, для того, чтобы у врачей была возможность, если уже случился удар, апоплексия, или удар он называется, или строуки по-английски, чтобы сразу же приехать в стационар. Итак, если появился паралич конечностей с одной стороны, который развился не в течение месяцев или лет, а который развился за несколько минут. Чашка выпала из руки. Проснулся утром, не смог почистить зубы, потому что выпадает из руки щетка. Это же не обязательно будет сонная болезнь у молодого мужчины, локтевой или лучевой нерв после алкогольного возлияния. Это очень редкие заболевания. Чаще всего, конечно же, инсульт. Если в течение нескольких минут нарушилась речь и ее понимание, это не так, что если бабушка в течение месяца стала заговариваться и все хуже с каждым днем, она стала меньше понимать речь и вести себя неправильно. Если бабушка с вами сидит и говорит, и вдруг внезапно, не дай бог, перестала говорить, или появилась лицевая асимметрия, перестала понимать в течение буквально несколько, это дело вот 1, 2, 3 минуты в течение завтрака, утренний инсульт, их не очень мало, кстати, вот, то это признак инсульта. Позвоните 03, позвоните 103, позвоните 112. Почему? Потому что менеджер, который сидит на телефоне экстренной службы, если вы доложите данные симптомы, конечно же, он тоже скажет, что это вполне возможно похоже на инсульт. Тогда бригада скорой помощи доставит вас в отделение, где возможно оказать экстренную помощь, где возможно провести тромболизис, если нету 20 противопоказаний, 20 противопоказаний к тромболизису. Если этих противопоказаний нет, тромболитики есть, они дорогущие, но они есть бесплатно.
бесплатно есть и в нашей клинике, они есть бесплатно и в Старорусской ЦРБ, есть они и в Боровической ЦРБ, и в Новгородской областной больнице. Везде, где бы вы не доставлены с инсультом, и если вы доставлены вовремя и нету противопоказаний, то тогда можно ввести тромболитик, потому что все врачи обучены, все это умеют. Если работают томографы, то можно произвести тромболизис. Ну и если развилось нарушение координации движений, тоже внезапно, не в течение недели, не исподволь, что я заметила, что вроде бы что-то не так. Нет, конечно. Если это развилось буквально минуты, часы, потому что на проведение тромболитика у нас очень малое количество времени. И мы должны еще, кроме того, что вы привезли и въехали на карете скорой помощи, вы въехали на пандус экстренной больницы к приемному покою, у врачей на обследование должен быть еще час для того, чтобы понять, что с пациентом, потому что кроме инсульта такую симптоматику могут давать и другие заболевания, жизнеопасные или не жизнеопасные, это уже решит дежурный терапевт и невролог приемного отделения той больницы, куда вы попали. Какие бывают инсульты? Это бывают инсульты из-за атротромбоза, то, что мы с вами рассматривали, ультразвуковые картины наших пациентов, которые были сделаны в клинике номер 1. В этом случае необходим контроль за холестерином и его составляющими, именно липидный обмен, за свертывающей системой крови, прием препаратов антиагрегантов и препараты под названием статины, которые снижают холестерин, которые чаще и чаще все назначаются пациентам. Это стандарты. Некоторые пациенты говорят, давайте не будем их принимать, но тогда у них риски, соответственно, повышаются. Есть кардиоэмболический инсульт. При кардиоэмболическом инсульте, когда есть поражение клапанов сердца, когда стоит искусственный клапан сердца, когда есть нарушение ритма по типу фибрилляции предсердия, мерцательной аритмии, это все синонимы, то необходим прием препаратов, которые назначил врач-кардиолог или врач-терапевт или врач-невролог после инсульта. Это антикоагулянты, они снижают риск второго инсульта или то, что риск снижают фатального инсульта. Я приводил вам пример пациента, который имеет искусственные клапаны сердца, принимает антикоагулянты, и у этого пациента случился третий инсульт, он оказался легким, и он не фатальный, пациент не стал инвалидом после третьего инсульта, он не добавил ему дефекта. Это, конечно, очень здорово. И лакунарные инсульты, это маленькие инсульты, которые вызываются при тяжелой или длительно существующей, плохо леченной артериальной гипертонии, когда артериолы сужаются, их просвет уменьшается, и в зоне мозга, где находится вот эта артериола, образуются маленькие инфаркты мозга. Ну а если эмбол или тромб очень большой, то они вызывают большие инфаркты мозга, уже не 1,5 миллиметра, не 1,5 сантиметра, извините, в диаметре, а уже могут и пол гемисферы головного мозга, и целую гемисферу. Гемисфера — это половина мозга, левая, правая гемисфера. И вот здесь видим на картине, что у пациента, вероятно, это тромбоз сонной артерии, чаще всего такое бывает, пол мозга не работает. То есть вот такие же, конечно, повреждения, это повреждения мозга, несовместимые с жизнью, потому что пациент не может выжить, когда пол мозга, он приезжает в стационар, ему делается томограф, и видно, что пол мозга уже не жизнеспособно, данному пациенту уже невозможно помочь, потому что это тотальное повреждение половины головы. Операции по удалению половины мозга не проводятся. На таблетках и капельницах таких пациентов вести зачастую это бесполезно, то есть потому что пол органа исчезло в течение нескольких минут. Как до этого добрался пациент? Этот пациент получил тромбоз сонной артерии не за час, не за 2, и не за месяц, и не за 3. Скорее всего, этот процесс был длительный, просто пациент не проходил профилактические осмотры, не обращал на различные факторы риска, сахарный диабет, гиперхолестеринемию, не контролировал показатели свертываемости крови, и когда он приезжает
к нам и мы видим на картине такую симптоматику, естественно, он получит все лечение, которое только возможно, в том числе и реанимационное лечение. Никто аппараты в России не отключают, аппараты искусственной вентиляции легкие дышат максимум за данного пациента. Реаниматологи могут и восстановить деятельность сердца. То есть специалисты и умеют все, и лекарства есть, и аппаратура есть, и она работает, и персонал есть. Но если пациент приехал в таком запущенном виде, то, конечно, уже поздно пить херши, потому что вся моя лекция направлена на предупреждение инсульта. Инсульт лучше предупредить, чем его лечить, потому что если дожили до полного повреждения мозга из-за того, что закупорен сосуд, напоминаю, что он закупорился не за 1 секунду, у нас был случай у пациента, у которого закупорился сосуд за 1 день. Что это был за пациент? Пациенту было несколько лет назад, ему было около 20 с чем-то лет, 25-28 лет. Молодой парень был в запое неделю. И после недельного запоя его парализовало. Его привезли в нашу больницу, и мы увидели, что у него сонная артерия, рыхлый, свеженький тромб, которому несколько часов, который закрывает сонную артерию на 98%. Откуда мы узнали, что этому тромбу несколько часов? Ну, это видно по УЗИ картине раз. Ну и второе, то что через 7 дней этот тромб уже приклеился к стенке и закрывал 60% просвета артерии. И к 20-му дню, когда этот парень живым от нас выписался, то у него тромб уже уплотнился, был плотно приклеен к стенке сонной артерии и занимал 45% диаметра артерии. А вначале было 98%. Потом он уплотнился. Причина – злоупотребление алкоголем, 7-дневный запой, флотирующий 98% стенозирования сонной артерии, инфаркт мозга, подобный вот данной картине, и, собственно, получение тромбоза. Все остальные тромбозы, конечно, запойные граждане не все получают тромбозы сонных артерий. Запойные граждане, конечно, получают чаще всего острый алкогольный панкреатит. Потом находятся в реанимации в коме несколько дней, потом выходят и, не понимая, что же с ними случилось, начинают обвинять судьбу и всех вокруг, вплоть до президента, что виноваты абсолютно все, кроме того, что они алкоголики и употребляли алкоголь. Они думают, что виноваты врачи, виновата, только не виновата водка, и они сами. Вот. Конечно же, молодые мужчины умирают из-за факторов риска. У молодых мужчин заболеваний мало. Обычно, конечно, это злоупотребление, наркомания алкоголь содержащим напитками и наркомания в виде табакокурения. То есть эти граждане, которые решили сами свести жизнь на нет, которые решили вот так вот покончить жизнь самоубийством через инсульт. Плохое решение. На данных слайдах представлена следующая картина. Тоже не жизнеспособный мозг. Это наши пациенты. К сожалению, не все пациенты знают, что у них высокий холестерин. Не все пациенты знают, что они гипертоники. Не все пациенты лечатся от гипертонии, хотя они знают, что гипертоники. Не все пациенты коррегируют сахар крови, тоже запускают. Некоторые пациенты живут одни, дети живут в одних городах, а родители брошены в других городах. И, конечно, когда брошенный родитель находится один, он уже не в состоянии в возрасте по своему интеллекту следить за своим здоровьем. Дети уехали далеко, и пациент остался один, наросло какое-то заболевание, следить за пациентом некогда было. Вот, и он потом получает тромбоз сонной артерии с инфарктом половины головного мозга нежизнеспособным. И, конечно же, потом, если практически весь орган не работает, человек, естественно, погибает. Поэтому, конечно же, инсульт лучше предупредить. Когда вы приезжаете в больницу, что мы можем сделать? Мы можем не только спасти жизнь, да, тех, кому это возможно. Мы можем рассказать, как предупредить повторный инсульт. Мы можем научить пациента жить с инсультом, с перенесенным.
мы можем научить родственников, как ухаживать за лежачим пациентом, а также нескольким гражданам, которые приехали к нам вовремя, не через неделю, не через две, не через сутки, не через полсуток, а приехали в первые минуты заболевания, мы можем, если нету 20 противопоказаний, их очень много, то есть не все, ввести бесплатно абсолютно дорогой препарат, который растворяет тромбы. Этот препарат есть во всех сосудистых центрах и Новгородской области, и во всех сосудистых центрах нашей страны. Он есть абсолютно бесплатно последние годы, и каждый день он есть, он не кончается, и можно провести, то есть мы готовы принять теракно. Но, к сожалению, этих пациентов мало везде, абсолютно везде мало пациентов в теракне. Их мало в Москве, их мало в Санкт-Петербурге, их мало в Великом Новгороде, их мало в соседней Финляндии, в соседней Швеции, в Германии, в Миннесоте, США. Их мало везде. Почему? Пациенты приезжают в терапевтическое окно, то есть вовремя, в первые часы, когда мы можем ввести тромболитик. Эти цифры вот в тех странах и городах, которые я перечислил, цифры колеблются от 11 до 60%. То есть 100% пациент никогда не приезжает. Почему? Что-то происходит во сне. Иногда пациент не может сообразить. Чаще всего говорит: авось пройдет, или давай подождем, или он одинокий и некому вызвать, и уже потом МЧС на третьи сутки по просьбе соседей ломает двери. То есть вариантов очень много. Но одинокие не все, большинство считают, что давайте подождем. Иногда пациент говорит: на скорой не поеду, жена его слушает. В другом случае, когда жена не слушает своего парализованного мужа, вызывает скорую, это, конечно, удача. А когда побеждает парализованный человек в споре и говорит: я никуда не поеду, они ждут несколько часов, время упускается, они приезжают поздно и тромболизис не можем. Тромболизис, мы должны к нему подготовиться. Мы должны обследовать и убедиться, что это не кровь в голове, потому что если это кровоизлияние, нам растворять нечего. И мы можем так растворить, что кровоизлияние еще будет больше в голове. И есть еще 20 противопоказаний, которые мы тоже должны все проверить, что можно ввести данный препарат, который растворяет тромб. Потому что он растворяет все, кровь становится очень жидкой. Вот, и поэтому это может быть панацеей для пациентов, если бы они приезжали вовремя. Ну и, к сожалению, этот препарат плохо, и он запрещен пациентам до 18 лет. Это инструкция к препарату запрещено. И очень осторожно после 80 лет, ввиду того, что 80 лет он может принести больше вреда. Поэтому в рамках между 18 и 80, если доставляться вовремя и противопоказаний нету, врачи всех сосудистых центров и Новгородской области, и всей России, да и всего мира, везде после вот Хельсинборгского решения могут ввести тромболитик. И это здорово. Препараты во всех странах примерно одинаковые, одни и те же. Все они действуют. Эффективность их зависит от сосуда пациента и времени доставки. Вот есть опыт Миннесоты, они делают тромболизис через 20-40 минут от начала заболевания. Это самые высокие эффекты, то есть, понимаете, через момента, как человек заболел, и он должен быть через 20 минут быть обследован, находиться в больнице на реанимационной койке. Понимаете, 20 минут. Представляете, какая скорость? А тут пациент только через 20 минут сообразит, что, может быть, позвонить 03. Представляете, какая скорость? Но, к сожалению, таких пациентов минимум миниморум, то есть единицы, чтобы 20 минут до иглы от кухни дома пациента до иглы в реанимации в больнице 20 минут, это, конечно, редкие, но такой штукой возможно. Чем плохо еще инсульт? Почему его так сложно лечить? Ну вот мы с вами поговорили, что если тромб в сонной артерии небольшой, если она не вся перекрыта, если мы следим за сосудами, коррегируем артериальное давление и сахара крови и попадаем в терапевтическое окно, то во всем будет удача. Нет, не все так просто. Дело в том, что не просто написано большое количество стандартов, рекомендаций, книг по лечению инсульта. Дело в том, что пациенты этого лечат
мультидисциплинарная бригада, то есть огромнейшее количество специалистов, или их заменяет один врач, который делает все, да, в тех центрах, в которых нету мультидисциплинарной бригады. Вот, мультидисциплинарная это кто? Это невропатолог, терапевт, кардиолог, логопед, психолог, психиатр, диетолог, врач лечебной физкультуры, инструктор лечебной физкультуры, медсестра по массажу, медсестра по физиотерапии. И все вот эти вот, и процедурная медицинская сестра, и палатная медицинская сестра, и санитарка, которая кормит больного. Вот эта вот вся мультидисциплинарная бригада, она вся занимается лечением пациента. Почему? Дело в том, что у ходячего больного у него осложнений будет мало. Если у него исходно нету заболевания легких, заболевания сердца и нету тяжелой одышки, тяжелой сердечной недостаточности, тяжелого диабета, он ходит, у него мало будет осложнений. Но таких неосложненных пациентов их мало, их процентов 10. 90% это тяжелые запущенные пациенты. И приезжают нам в стационары и нашего города, и нашей страны тяжелейшие пациенты, у которого есть уже огромнейшее количество заболеваний. У этих лежачих пациентов у них начинает развиваться осложнение, не только инсульт, осложнение, инсульт само осложнение уже имеющихся заболеваний. Начинают появляться осложнения заболевания всех сосудов. Это может быть и кровотечение желудка. Это может быть и пневмония, потому что он лежит и половина тела не дышит, и в легких скапливается невентилируемый воздух. Это может быть и почечная недостаточность, потому что он дома сутки не принимал воды, потому что он не глотал. Это и колебания артериального давления и вниз, и вверх. И, конечно же, это могут быть тромбозы в другие органы и ткани. Это может быть тромбоз в артерию нижней конечности, может быть острая эмболия или тромбоз легочных артерий, артерий сердца и большое количество других осложнений. Поэтому профилактика вот этих осложнений в остром периоде инсульта, особенно первую неделю, она составляет тоже функцию работников, медицинских работников стационара. Поэтому лечить инсульт, конечно же, очень сложно, потому что кроме того, чтобы заняться гимнастикой и дать аспирин, что надо попробовать, чтобы не возникло воспаление мочевыделительной системы, не образовались пролежни, не возникла пневмония, которые могут свести все действия по лечению сосудов на нет, потому что осложнений у инсульта может быть 7 штук, кроме отека мозга, огромнейшее количество. И резюмируя все вышесказанное, нужно много двигаться, нельзя волноваться, нужно употреблять диету много овощей, безхолестериновая диета, нельзя курить, нельзя использовать жирную и калорийную пищу больше 2000 килокалорий в сутки. Ну и по поводу красного вина все спрашивают по поводу употребления алкоголя. Если вы уверены, что алкоголь не контрафактный, можно его употреблять. В нашей стране очень много контрафактного алкоголя. Алкоголь не может стоить 500 рублей, 700 рублей. Чтобы стоить такие копейки, скорее всего, это контрафакт. А контрафакт может повредить сердце, поджелудочную железу и сосуды. Соответственно, получить только осложнения. Поэтому взвесить риск и пользу. И, конечно же, алкоголь должен быть 3-5%. Никак не 11-градусное вино или крепленное 16-градусное вино или водка 40% с коньяками. Они не чистят сосуды, они все поднимают артериальное давление и, соответственно, приближают пьющих граждан к инсульту или острому алкогольному панкреатиту или острой кардиомиопатии, которые заканчиваются смертью. Поэтому алкоголь, наверное, это совет все-таки остается для стран, где контрафакта нету, где алкоголь стоит крайне дорого и он весь сертифицирован, что он не контрафактный. Посмотрите в соседних странах Евросоюза, сколько стоит он. Он стоит очень дорого. Почему? Потому что нет контрафакта. В России очень много некачественных алкогольных напитков. Напоминаю, Россия не самая пьющая в стране в мире, но у нас заболевания, связанные с алкоголем, конечно же, больше, чем даже в самых пьющих странах мира.
Поэтому с алкоголем взвесьте за и против. Вы хотите жить долго или вы хотите жить пьяным и коротко. Поэтому надо определиться, собственно, с этим. Вот. Ну и я постарался вам рассказать в этот Всемирный день борьбы с инсультом 29 октября, постарался рассказать, что инсульт — это многодисциплинарная проблема, что он уносит жизни большого количества людей в мире, и что если он не случится, то можно прожить долго. И он имеет сходные факторы риска, сходные причины с инфарктом миокарда, и вкупе они составляют 50% причин преждевременных смертей, в том числе и молодых людей. Поэтому, если соблюдать все факторы профилактики сосудистых заболеваний, то можно продлить свою жизнь на десятки лет, то есть это 10 лет точно, может быть и 15, и 20, и 25 лет. И что если вести здоровый образ жизни и не заболеть, потому что это страшно, потому что когда уже он произошел, там бывает зачастую бесполезно. И следить за своим здоровьем, как вы следите за своим автомобилем, как вы следите за чистотой в своей квартире, точно так же надо следить за организмом. Вы моете пол в квартире, вы протираете стол и моете посуду. Вы к посуде более внимательны, и точно так же надо относиться к своему организму, потому что если за ним не следить, он, естественно, будет стареть, загрязняться еще быстрее. Поэтому инсульт легче предупредить, чем вылечить. Это самая главная теза нашей лекции. Инсульт лучше, чтобы он не произошел. Лучше его предупредить. Это будет дешевле, это будет не накладнее и не принесет такое количество горести. То есть инсульт, безусловно, лучше предупредить, чем вылечить. Поэтому я прощаюсь с вами на вот этой ноте, что самое главное, конечно же, это профилактическая медицина, потому что если дошло дело до медицины лечебной, значит где-то какие-то факторы риска были не учтены или случилось какие-то форс-мажорные обстоятельства, такое бывает всегда. Вот. Но если вы предупреждены, значит вы вооружены. Поэтому я попытался вас вооружить сегодня знаниями, чтобы вы знали больше, прожили долго, счастливо. Ваши родственники тоже дожили до 100 лет, а если вы начнете это с молодых лет, то, безусловно, вы можете дожить 90 и 100 лет. Но там надо будет уже говорить об интеллекте, сохранять интеллект, там есть свои проблемы. Это уже за нашими следующими лекциями. Так, спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. И до новых встреч, и будьте здоровы, и соблюдайте правила здоровой жизни, и у вас тогда будет все хорошо, здоровая, счастливая жизнь. До свидания.